Жизненный путь женщины по имени Хюррем поистине был непростой, но вместе с тем очень интересный. Она попала в гарем султана Сулеймана совсем юной девушкой. Вся жизнь в Османской империи очень отличалась от той, в которой родилась и выросла эта девушка. По некоторым данным, звали ее Анастасия Лисовская. Она была довольно мила, но совсем не красавица. А в гареме султана ей пришлось столкнуться с жестокой конкуренцией со стороны всех красавиц, которые там обитали. Ведь каждая из них мечтала обратить на себя внимание султана и стать фавориткой. А это было очень непросто. Хюррем, названная так за свой веселый характер, привлекла султана именно своей улыбкой и хорошим настроением. Однако за милым личиком и сладкой улыбкой скрывался поистине кровожадный монстр. Многие поклонники сериала «Великолепный век» практически обожествляют эту героиню, восхищаются ей. Хотелось бы рассеять это заблуждение и показать, какой именно была эта женщина на самом деле. Характер у Хюррем был не подарок. Оно и понятно, ее насильно оторвали от родительского дома и привезли в другую страну, где женщина ценится лишь как инструмент для рождения наследников мужского пола. Поняв, что иного пути для нее нет, Хюррем решила влюбить в себя султана и через него получить власть. А власть, как известно, развращает и портит людей. Так и произошло с этой женщиной. Если бы она прожила свою жизнь дома, то кто знает, возможно, ее плохие черты характера так и не были бы показаны окружающим. Но проведя немного времени в гареме Сулеймана, Хюррем поняла, что только власть может дать ей чувство собственного удовлетворения. Началось все с девушек, которые прислуживали будущей фаворитке. Для Хюррем их жизни ничего не значили, и она с легкостью избавлялась от них, даже если при этом они служили ей верой и правдой. Особо стоит упомянуть о нескольких случаях. Девушка по имени Гюльзар была предана Хюррем и выполняла порой для нее разные грязные поручения. Но когда Гюльзар начали угрожать, она предпочла смерть предательству своей госпоже. Так что в ее гибели виновата Хюррем. А другая служанка – Эфсун. Стремясь угодить своей госпоже в попытке устранить Шахзаде Мустафу, женщина сама погибает. Эти смерти практически не взволновали Хюррем, так что она с самого начала была не такой уж милой и беспомощной. Интересно, что такое поведение фаворитки никак не связано с опасением за свою жизнь. Если бы она вела себя в гареме подобающе, то и проблем у нее бы не было. Но смогла ли она тогда завоевать любовь Сулеймана и такую власть? Конечно, нет. Проведя одну ночь с султаном, Хюррем сразу стала смотреть на других женщин в гареме свысока. Ее самоуверенность дошла до того, что без всякой причины она посмела неуважительно разговаривать с главной женой султана Махидевран. За это ее всего лишь посадили в темницу. Хюррем сразу не взлюбила Махидевран. Еще бы, ведь ее сын считался первым претендентом на трон султана. А Махидевран чувствовала, что если сразу не избавиться от соперницы, то добром это не кончится. Поэтому главная жена султана предприняла несколько попыток устранить конкурентку. Попытки не увенчались успехом. Верная служанка Махидевран Гюльшах настолько близко принимала к сердцу проблемы своей госпожи, что без всякого поручения решила сама избавить госпожу от этой головной боли. К сожалению, эта попытка тоже провалилась. Новая фаворитка много раз пыталась убить Мустафу, единственного сына Махидевран. В результате одного из покушений Мустафа потерял свою беременную наложницу. В гареме проживала женщина по имени Гюльфем. Она была фавориткой Сулеймана до появления Хюррем, но затем отошла на второй план. Казалось бы, эта женщина ничем не угрожала положению Хюррем. Решив постраховаться и заодно подставить главную жену султана, Хюррем обставила дела так, что якобы Гюльфем пыталась убить Махидевран. Это было очень жестоко. Да, Гюльфем пострадала, но осталась жива, хотя то, что ей пришлось пережить, по вине Хюррем не назовешь приятным. Сама Валиде Султан, видя, что власть Хюррем растет с каждым днем, и понимая, что эта женщина не должна иметь влияния на Османскую империю, предприняла несколько попыток устранить Хюррем. В этом один раз ей невольно помог Ибрагим Паша, и эти попытки тоже провалились. Зато у Хюррем появились новые кандидаты на устранение – Ибрагим Паша.
что в дальнейшем и произошло. Хюррем виновата, что разрушила жизнь Нигер. Та в свое время, чтобы обуздать дикий нрав Хюррем, дала ей совет обратить свое внимание на завоевание султана. Нигер просто хотела наладить спокойную атмосферу в гареме, ведь именно Хюррем была возмутительницей спокойствия. По приказу Ибрагима Нигер, ждущая ребенка, пыталась уехать к своим родным, но Хюррем решила использовать ее для своих целей, и все мечты и надежды Нигер на счастливую жизнь рухнули, а Ибрагим все-таки сложил свою голову, проиграв Хюррем. А чего стоит пример про девушку, которая единственная хорошо относилась к Хюррем? Эту девушку султан Сулейман призвал на свое ложе, а после этого одарил наложницу множеством подарков. Хюррем была в ярости, она ни с кем не хотела делить Сулеймана и решила отомстить своей подруге. Она тоже сделала ей подарок по случаю того, что та привлекла внимание Сулеймана – красивую накидку с мехом. Но мех был отравлен, и когда наложница случайно коснулась лицом накидки, яд обезобразил ее навсегда. Вот, казалось бы, что такого в том, что султан приглашает разных женщин в свою постель? Эта традиция существовала в Османской империи много веков, но Хюррем было плевать на традиции, она думала только о себе и в своем положении. Еще фаворитка султана избавилась от личной прислужницы Махидевран Гюльшах, ведь та в свое время пыталась убить Хюррем. За это Махидевран просто изгнала ее из дворца Топкапы, а Хюррем решила убить ее и сделала это. В момент сильных волнений и беспорядков в гареме одна девушка Айбеге по своей доброте хотела помочь спасти Хюррем, а в ответ она получила черную неблагодарность. Балибей, храбрый полководец, тоже чуть не сложил свою голову в результате козни Хюррем. Так что эта женщина по праву считается самой кровожадной и жестокой в этом сериале.